Страны Балтии угодили в энергетическую ловушку. Стремление к энергетической независимости обернулось новыми проблемами. Амбициозные проекты строительства электростанций сталкиваются с серьезными трудностями. Какие цели преследуют эти планы? И смогут ли страны Балтии добиться энергетической безопасности? Эти вопросы настолько нетривиальны, что привлекли внимание даже Якова Кедми, который недавно опубликовал свою статью на эту тему. Предлагаем вашему вниманию некоторые выдержки из нее. Итак, Министерство энергетики Литвы заявило о необходимости строительства крупной электростанции. Однако в одиночку Вильнюс не в состоянии реализовать такой проект, поэтому пытается уговорить Таллин и Ригу присоединиться. Министр энергетики Литвы Жиги Мантас Вайчунас прогнозирует, что совместная электростанция стран Балтии может быть построена к 2030 году, однако тут же оговаривается, что предварительные сроки реализации проекта пока не ясны. Пока речь идет о том, чтобы как можно быстрее запустить дополнительные энергетические мощности. При этом Вайчунас имеет в виду не ядерную энергетику, а что-то другое. Представитель ведомства подтвердил, что строительство атомной электростанции, будь то с малыми или крупными реакторами, не рассматривается. В ноябре прошлого года Вайчунас снова возглавил Министерство энергетики. Он известен как сторонник зеленой энергетики, поэтому его предложение о строительстве новой электростанции выглядит неожиданно. Видимо, ситуация в энергетике стала действительно критической. Причины, по которым энергетики бьют тревогу, лежат на поверхности. Во-первых, политическое руководство Литвы, Латвии и Эстонии, а также операторы систем передачи электроэнергии договорились в 2025 году одновременно отключиться от российской энергосистемы, так называемого кольца БРЭЛ – Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва. Время поджимает, а страны Балтии не могут обеспечить стабильную генерацию электроэнергии. Проблемы в энергетической отрасли следуют одна за другой. Во-вторых, декабрьская авария на электрокабеле EstLink-2, соединяющем Эстонию с Финляндией, наглядно продемонстрировала энергетическую уязвимость балтийских государств. После аварии резко выросли цены на электроэнергию, что ощутили на себе все потребители. При этом никаких новостей о стабилизации ситуации нет. Вместо этого ответственные лица, такие как член правления компании Элеринг Рейга Кебья, предпочитают кормить общественность голословными обвинениями в адрес России, Китая и даже неопознанных судов. На первый взгляд, в странах Балтии достаточно собственных мощностей, резервов и возможностей импорта электроэнергии, но эти каналы настолько ненадежны, что выход из строя одного-двух из них грозит всем трем странам серьезными перебоями с электроснабжением, вплоть до полного блэкаута. Не случайно премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас на встрече с депутатами парламента заявил о растущем риске аварий и диверсий в энергетике. Каждая такая авария, по его словам, может стоить национальной экономике от десятков до сотен миллионов евро. Конечно, после таких инцидентов невольно задумываешься о строительстве новых электростанций, сказал глава Литгрид, бывший министр энергетики Рокас Масюлис. Именно с его подачи эта идея стала обсуждаться в Минэнерго, а затем была озвучена министром Вайчунасом. Циники, впрочем, замечают, даже если Россия и Китай действительно занимаются диверсиями на энергетических объектах Прибалтики, то что мешает им продолжить это и после строительства новых электростанций? Как обеспечить их защиту? Это первый вопрос. Второй. Почему раньше никто не задумывался об обеспечении безопасности энергетических мостов и линий электропередач, соединяющих страны Балтии с Европой? Как всегда, все упиралось в деньги. Безопасность финансировалась по остаточному принципу. Даже после того, как Литва, Латвия и Эстония резко ухудшили отношения с Россией, поддержав Украину, на защиту энергетической инфраструктуры средств не нашлось. Теперь же прибалтийские и скандинавские страны в авральном порядке пытаются исправить ситуацию.
Ходят слухи, что планы по защите энергетической инфраструктуры разрабатываются ускоренными темпами. Председатель правления эстонской компании Elering Kalle Kilk немного приоткрыл завесу секретности, сообщив, что стоимость этих мероприятий оценивается в 600 миллионов евро. Операторы энергосетей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши надеются, что эти планы будут профинансированы из Фонда сплочения Европы. То есть, как обычно, рассчитывают на чужие деньги. Если Брюссель согласится выделить 600 миллионов евро, то 200 миллионов получит Таллин, а 400 миллионов – Рига, Вильнюс и Варшава. Скорее всего, поделить эти деньги поровну, по 133 миллиона на каждого, не получится. Слишком велики национальные интересы и амбиции. Кильк утверждает, что 3 высоковольтные линии электропередач между Эстонией и Латвией уже находятся под охраной. В Литве под охрану взяты электромост Литполлинк в Польшу, интерконнектор Нордбалт Литва-Швеция, центр обработки данных Литгрид в Вильнюсе и электростанция Лиетувас Электрини в Электринай. Официальная Рига также заявляет, что приняла все необходимые меры для защиты ГРЭС, энергосетей, газопроводов и газохранилища в Инчукалнсе, но, скорее всего, эта защита существует только на бумаге. Вернемся к планам строительства совместной электростанции. Литва уже пыталась объединиться с соседями для строительства АЭС. В 2008 году газета «Верслой Жиниос» писала: «Стремление Литвы получить большую долю в будущей АЭС вызывает недовольство у ее балтийских соседей. Литва хочет играть ведущую роль в проекте, но в бизнесе, где речь идет о прибыли, такие амбиции не всегда учитываются. В 2009 году Литва остановила второй реактор Игналинской АЭС. Строительство новой станции на ее месте вроде бы запланировано. Есть даже меморандум, подписанный премьер-министрами 3 стран. Но конкретных планов пока нет. По словам тогдашнего премьера Литвы Гедиминаса Киркилоса, ныне покойного, новая АЭС должна была заработать в 2015 году. Но даже число реакторов на ней было неизвестно. В итоге проект провалился из-за амбиций Литвы и нежелания участников идти на компромисс. Такие истории не забываются. С большой долей вероятности можно предположить, что нынешний министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчунас пытается реанимировать давно мертвый проект. Более того, недавно стало известно, что Государственная инспекция по атомной безопасности Литвы в АТЕСе направила письмо в МЧС Беларуси. В этом письме глава ведомства Михаилас Демченко призвал остановить работу 2 энергоблоков белорусской АЭС до устранения всех проблем ядерной безопасности. В АТЕСе требуют от белорусской стороны предоставить подробную информацию о мерах, принятых для обеспечения безопасности БелАЭС в соответствии с самыми высокими международными стандартами. В этом нет ничего удивительного. Литва высказывала недовольство строительством белорусской АЭС с самого начала проекта, а после введения санкций против Минска в 2020 году такие заявления стали еще чаще. Примечательно, что Литва обвиняет белорусскую АЭС в создании угрозы, не конкретизируя, в чем именно эта угроза заключается. Между тем, благодаря атомной энергетике Беларусь сделала значительный шаг вперед в своем развитии. На январь текущего года БелАЭС обеспечивает около 40% потребностей стран в электроэнергии, а доступная энергия – это ключ к экономическому росту. У самой Литвы когда-то была своя атомная электростанция – Игналинская АЭС, единственная в регионе. Однако в 2009 году Вильнюс был вынужден ее закрыть по требованию Евросоюза. После этого Литва превратилась из экспортера электроэнергии в импортера. Уважаемые зрители и слушатели, согласны ли вы с выводами Якова Кедми? Что вы думаете о претензиях Литвы к Беларуси? Поделитесь своим мнением в комментариях и предложите темы для наших следующих выпусков. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Впереди еще много интересного. Спасибо за просмотр.